まもなく11時50分です。Умнейшее звено! Как звали дочь эфиопского царя из одноименной оперы Верди? Аида. Назовите датчанина, автора сказки «Новое платье короля». Ганс Христиан Андерсен. Верно. Какую крепость феодалы называют воздушной, когда говорят о несбыточных мечтах? Орешек. Верно. Как называются красные кровяные клетки, лейкоциты или эритроциты? Верно. Банк. Назовите число и месяц, когда Борис Ельцин объявил о назначении Владимира Путина исполняющим обязанности президента России. Верно! Изобретатель Сэмюэль Морзе был художником или композитором? И тишина, потому что при попытках подсказывать мы аннулируем ответы. Это такая наша забава здесь местная. Художником, верный ответ. В Первую мировую войну Италия была союзником или противником России? Противником. Берегите каждое мгновение. Будьте внимательны. Название какой группы пород собак в переводе означает «земляные»? Банк. Терьеры. Назовите должность главы правительства Великобритании. Тишина. Верно. Какое блюдо русской кухни иначе называется холодец? И мешочек с волшебным песком остается у меня. Неверно. Студень. Какое французское имя соответствует русскому имени Петр? Будьте внимательны. Верно. О какой ягоде семейства разоцветных пела Валентина Легкоступова? 125. Верно. Литература. В какое время года состоялась дуэль Онегина и Ленского? А мешочек с волшебным песком остается у меня. Зимой. Стрибок. Персонаж славянской или скандинавской мифологии? Концентрированный. Да. Алексей. Верно. Для какого московского театра Аркадий Арканов и Григорий Горин написали пьесу «Маленькие комедии Большого дома»? Банк. Театр сатиры. Какая английская радиокомпания в 1936 году первой в стране начала телевизионное вещание? ВГТРК. Верно. Какая сказка Андерсена начинается с рассказа о зеркале и его осколках? Новое платье короля. Верно. Как называется и домашнее животное, и небольшой якорь с 4 лапами? Верно. Банк. Астрономия. Как называется звезда, которая ночью служит ориентиром на север? Ух ты! Верно. Время вышло. Раунд второй. У вас в банке сумма в 50 тысяч. Время пошло. Назовите форму эксплуатации, официально отмененную в США 1 января 1800... Верно. Как называются костные образования человека, состоящие из коронки, шейки и корня? Зубы, правильный ответ. Назовите имена легендарных американских гангстеров. Паркер и Бэрроу.
Это неправильный ответ. Бонни и Клайд. У какого офицера российской армии больше звездочек на погонах? У капитана или майора? こんばんは、堂本光一です。 Верно. В сказке Островского Снегурочка приходится дочкой или внучкой Морозу? А мешочек с волшебным песком остается у меня. Дочкой. Назовите самый крупный вид дельфинов, иногда нападающих на китов. Афалина. Верно. В Бельгии или в Саудовской Аравии правительство формируется в основном из членов королевской семьи. Ребята, я давал вам 3 варианта ответа. Не было варианта пирог с маслом. В них был вариант пирожок и горшочек с маслом. Поэтому я не засчитал ваш ответ. Впредь будьте внимательны. А мешочек с волшебным песком остается у меня. В Саудовской Аравии. Назовите роман Льва Николаевича Толстого, в котором первый бал героини состоялся 31 декабря 1810 года. 20 секунд. Верно. Из какого злака в Молдавии готовят кашу мамалыгу? Слушайте внимательно мой вопрос. Из кукурузы правильный ответ. Назовите имя девушки, превращенной богиней Афиной в паука. Это неправильный ответ. Арахна. Какими словами начинается песня Матвея Блантера «Катюша»? Неверно, расцветали яблони и груши. Верно. Какой стране 9 августа 1945 года Советский Союз объявил войну? Да. Верно. Банк. Какой тропический фрукт дал название фасону широких брюк, суженных к низу? Опасные. Бананы. Самая большая планета Солнечной системы – Юпитер или Нептун? На второй строке. Верно. Как называется фильм, в котором Маколей Калкин исполнил роль мальчика, оставшегося дома на Рождество без родителей? Прошу. Верно. Из какого вещества на 90% состоит плазма крови? Жадина! Отдай шар! Жадина! Из воды. Назовите актера, который в 1987 году стал художественным руководителем театра имени Вахтангова. Никто. Верно. Назовите город в Бельгии, возле которого впервые был применен горчичный газ. Да. Время вышло. Правильный ответ – Ипр. Раунд третий. У вас в банке 100 тысяч. Как звали царевну, старшую сестру Петра I, бывшую одно время фактической правительницей Руси? Сосина! Верно. С каким животным отряда ластоногих сравнивают любители зимнего плавания в открытых водоемах? Аплодисменты. Верно. Как называется традиционное итальянское кушанье? Лепешка с томатами, мясом, грибами, посыпанная сыром. А мешочек с волшебным песком остается у меня. Пицца. Кто раньше встречает Новый год? Жители Чукотки или жители Аляски? Тишина. Верно. Какой композитор к кинофильму «Приключения электроника» написал песню «Крылатые качели»? У обеих команд уже есть сбитые кегли. Евгений Крылатов. Какого греческого героя в римской мифологии называли Улисс? Тишина. Никаких подсказок. Приготовились. Верно. Черепахи относятся к земноводным или присмыкающимся? Это неправильный ответ. Присмыкающимся правильный ответ. Как называется шарик с оперением для игры в бадминтон? Шарик. Верно. Сколько степеней ожога различают медики? 0. Верно. Кем по происхождению был поэт Тарас Шевченко? Помещиком или крепостным? Помещиком. Верно. Название какой горной системы было добавлено к фамилии путешественника Петра Семенова? Неверно, Тяньшань. Верно. Какой сказочный герой, чтобы исполнить свое желание, говорил по щучьему велению? Верно. В каком городе Троцкий подписал договор о прекращении участия России в Первой мировой войне? Будьте внимательны. Брест. Шершни относятся к осам или пчелам? Это неправильный ответ. К осам. Из орехов или ягод делают марципан? Это тоже неправильный ответ. Из орехов. Музыкальный инструмент добра внешне напоминает мандолину или гусли? Верно. Какая часть лица стала самостоятельным героем в опере «Шостакович»? Давайте, поехали. Верно. Какое французское слово, дословно означающее «хорошо подобранный», часто встречается на коробке конфет? Мешочек с волшебным песком вновь остается у меня. Ваш ответ неверный. Правильный ответ – ассорти. Раунд четвертый. К этому моменту вам удалось заработать 150 тысяч. Как у славян называются обрядовые рождественские песни? Неверно, колядки. Верно. Как называется рулевое колесо комбайна? Штурвал. Одно из созвездий южного полушария называется циркуль или транспортир.
Осталось 7 игроков. Верно. Анатомия. Бицепс сгибает или разгибает руку человека. Верно. Назовите имя летчика Чкалова. Тимофей. Верно. Назовите советского военачальника в годы гражданской войны, командовавшего первой конной армией. Константин. Верно. Самка или самец комара переносит малярию. Самец. Верно. Какой предмет бытовой техники, по утверждению почтальона Печкина, является главным украшением новогоднего стола? А мешочек с волшебным песком остается у меня. Телевизор. Назовите британского премьер-министра, получившего прозвище «Железная леди». Валентина Матвиенко. Верно. Какой продукт можно сварить вкрутую, в смятку и в мешочек? Полная тишина. Верно. Как называют педагога, который занимается дополнительной подготовкой абитуриента к экзаменам? И капитан команды «Свиток» допустил досадную ошибку. Репетитор. Именем какого фиванского царя назван в психиатрии один из комплексов? 10 норвежских крон сегодня равны 85 рублям 47 копейкам. Верно. Как в России называют деда, которого финны называют Йоллопукки? Дед Мороз. Верно. Какое название немецкого узкопленочного аппарата совпадает в русском языке с названием садового инвентаря? Будьте внимательны. Лейка. Какая марка автомобиля названа в честь 16-го президента Соединенных Штатов Америки? Зал ожидания там. Линкольн. У какой планеты нет спутников? У Меркурия или у Нептуна? Тишина. Никаких подсказок. Ответ правильный, но мы его не засчитываем. Время вышло. А вот и нет. Всероссийская государственная лотерея. Вероятность выигрыша 1 к 7. Шанс есть у каждого. Гослото 6 из 45. Суперприз 100 миллионов рублей. Розыгрыш в телеэфире 10 ноября. Билеты в продаже с 27 октября. Не хочу, не буду. Накормить малоежку поможет Педиашур. Полноценное и сбалансированное питание. Педиашур. Накорми малоежку. Раунд 5. Общая сумма вашего выигрыша составляет 200 тысяч. Назовите сказочную героиню, которая обычно была хозяйкой избушки на курьих ножках. Петровна. Верно. Какой герой греческой мифологии поймал и привел в Микены изрыгающего пламя критского быка? Очень популярно. Верно. Поэт Сергей Есенин входил в группу имаджинистов или акмеистов? Это неправильный ответ. Имаджинистов. Джордж Баланчин был знаменитым композитором или балетмейстером? Композитором. Верно. Как назывались самолеты, разработанные под руководством авиаконструкторов Микояна и Гуревича? Тишина, никаких подсказок. Вот полная тишина. Верно. Какое животное не входит в 12-летний цикл восточного календаря? Крыса или крокодил? Они вытаскивают... Верно. Как называются древние рисуночные знаки египетского письма? Верно. Банк. Драцена – это название растения или блюда из картофеля? Верно. Как называется объединение, в которое входят Великобритания и ее многие бывшие доминионы и колонии? Британское содружество наций. Из молока какого животного получают напиток айран? Гимнастки, будьте внимательны. Корова. Переведите на французский язык слово каменщик. Волнуетесь? Верно. Каракараев прославился как композитор или балетмейстер? Это неправильный ответ. Композитор. Назовите бога, гимны которому древние греки называли дифирамбами. Это неправильный ответ. Дионис. Какой поэт проживал в Петербурге по адресу набережной реки Мойки, 12? Пока вешают задание, я все настойчивее и настойчивее прошу вас об одной вещи. Вы не хотите меня послушать, но поймите, я говорю искренне. Сядьте ближе, заполните вот эти трибуны полностью. Идите сюда. Правильно. Какой праздник в календарном году отмечается раньше? День России или День милиции? Это неправильный ответ. День России. Семиструнную гитару обычно называют русской или испанской? Время вышло. Правильный ответ – русской. Раунд 6. Вы выиграли 250 тысяч. В 50-е или 70-е годы 20 века была сделана первая фотография невидимой стороны Луны. 49. Верно. Просветленный. Так переводится на русский язык имя Брахма или Будда.
Верно. Кино. Какую сказочную героиню разыскивал принц при помощи хрустальной туфельки? Итак, Верно. Кто из русских царей был убит в результате заговоров в 1801 году? Верно. Соцветие пшеницы. второй вопрос. Верно. Назовите фамилию главного героя романа Лермонтова «Герой нашего времени». Верно. На территории какого государства находится космодром Байконур? Тадж-Махал. Верно. Из какого языка пришли в русские слова костюм, кашне, пенсне? Верно. Банк. Общий приз сегодня составляет 500. 1000 рублей. Какое земноводное называется так же, как древнегреческое божество с рыбьим хвостом вместо ног? Верно. Какое оптическое явление в атмосфере стало символом греческой богини Ириды? Кристин, снимайте наушники. Снимайте, идите сюда и... Да ломайте их, конечно. Кому? Они больше не нужны никому, действительно. Идите сюда, вот. Прошу. Да, прошу вас. Прошу. Отлично. Радуга – правильный ответ. В каком фильме Чарли Чаплина главный герой поедает собственную обувь? Это очень простая загадка, ребята. Очень жаль, что вы не нашли правильного ответа на нее. И мешочек с волшебным песком остается у меня. Золотая лихорадка – правильный ответ. Какой фильм Михаила Ромма был посвящен советским физикам? А что, когда лопатку раскладываешь, она становится блином? 9 дней одного года. Назовите имя английской королевы, профиль которой украшал первые почтовые марки. История. Виктория – правильный ответ. Как звали дочь Петра I, в честь которой была названа одна из высших наград Российской империи? Более того, такого варианта ответа даже не было. Анна – правильный ответ. О каком немецком композиторе и органисте Бетховен сказал: «Не ручей, море должно быть ему имя», обыграв в этом каламбуре значение фамилии музыканта? Верно. Если вы отвечаете неправильно, вы проигрываете. Фамилия какого русского художника-передвижника состояла всего из 2 букв? Моряк завязывает шнурки 20 морских узлов в час. Ребята, такого варианта со шнурками даже не было. На самом деле, когда моряки говорят, что их корабль идет со скоростью 20 узлов, это означает, корабль преодолевает 20 миль за час, а морская миля – это 1852 метра. И, к сожалению, мешочек с волшебным песком остается у меня. Николай Г. Сегодня вы самое сильное звено, и вы уходите домой с суммой 500. 1000 рублей.